Доброго дня! Мой небольшой обзор про отдых в 2021 году в мае в отеле Марина Шарм Хотель 4 звезды в Египте, Шарм-эль-Шейхе, район Наама-Бэй. Один из лучших районов для пляжного отдыха, так как очень хороший вход, песочек, пологий вход. Иногда встречаются немножко камешки, чуть дальше есть, можно посмотреть кораллы. Но подходит хорошо для тех, кто с маленькими детьми, и для тех, кто не очень хорошо плавает или не плавает совсем. Вот это вход в отель. Отель находится на первой линии. Вот. У некоторых возникают вопросы, сразу расскажу. Вот. Отель находится на первой линии, вот это вход, основной там ресепшн. А здесь идут бассейны, три бассейна, и есть корпуса с левой стороны, и там сразу пляж, море. Вот. Есть также, это, пускай не смущает, это дорога, по которой привозят туристов, это не проезжая часть. Вот. Но если второй выход с отеля, вот это корпус, можно посмотреть, он довольно длинный. Пятиэтажное здание идет аж туда дальше. Есть выход через третий этаж, то есть не переходя даже эту дорогу. Вот. Ну давайте вкратце расскажу. Будут вопросы, спрашивайте в комментариях. Сейчас зайдем на ресепшн. Сегодня очень тепло. Погодка 38 градусов. Ресепшн, безопасность прежде всего. Вот. Налево вход в ресторан. Тут у нас завтрак, обед, ужин. All inclusive. Все включено. Справа вход на территорию. Здесь проводятся вечерние шоу. Есть бар. Тоже бесплатный. Вот, можно посмотреть. Это сцена, бар. Но он работает, по-моему, с 17 часов до 22. Вот. Так, вот так тут красиво очень. Есть еще бар у бассейна, можно сказать, на пляже. Тут работает бар с 10 часов утра до, как они называют, дохода с захода солнца. Ну, я думаю, до часов 17. Возможно, и 18. Расскажу, как мы тут поднимаемся. Кто живет в этом корпусе. Так, тут есть бар еще платный, который работает, если я не ошибаюсь. Могу уточнить, конечно, но он работает постоянно. Не знаю, насчет ночью работает или нет. Есть магазинчик. Вот. Но мы передвигаемся на лифте. Везде не забываем, что в мире коронавирус. Везде есть санитайзеры. Вот прямо у входа. Так, у входа даже в лифт, у входа на ресепшн, у входа в ресторан. Вот. Мы живем на 4-м этаже. Делюксе я обзор отдельно снимал. Сейчас я вам покажу, как можно выйти с 3-го этажа, не через эту дорожку, с 3-го этажа на пляж. Вот. Расскажу вам про... Так, вот захожу. Поднимаюсь на 3-й. Так. Чтобы не смущать того, с кем ехал. Там уже я не рассказывал. Санитайзеры есть и внутри лифта. Вот. А по поводу карантинных мер каких-то могу рассказать. Значит,
Ношение маски не обязательно. То есть, мало тут я видел, чтобы кто-то ходил в маске. Иногда у сотрудников есть, но в большинстве случаев нету. Вопрос, когда задается насчет того, почему без маски. Ответ обычный. Люди, прежде чем сюда приезжают на работу, находятся в карантине. И все вакцинированы. То есть, вот такая безопасность. Так что, в принципе, мы как приехали, сразу все сняли. Никто тут не слышал, что кто-то кашлял, кто-то там еще что-то. Вот. Это про это самое. Здесь, на 3-м этаже, есть площадка. Здесь тоже иногда проходит вечернее шоу. Но за все время нашего отдыха, мы уже больше недели, наверное, 1 раз здесь только было. И когда здесь идет программы, тут, соответственно, бар наверху находится. Уже не на низу, а здесь. Тоже он до 22 часов. Сейчас покажу вам дорогу, как можно пройти именно сразу с корпуса, с 3-го этажа. По лестнице он такой красивый вид. Можно смотреть, видеть. Вот там, где я был вначале, где начинал наше видео. Сейчас вам покажу дорожку эту. Вот тут 3 бассейна. Тут сразу сверху видно. 1 детский маленький. И 2. Вот тут с правой стороны побольше глубина есть. Сейчас спущусь, расскажу. Так, вот тут я начинал видео. Сейчас мы можем сразу с корпуса проходить. Вот. Анимация очень хорошая, не дают скучать. Вот так, аэробика, разные развлекаловки. Вечернее шоу, конечно, каждый вечер. Тут полотенца нам дают всем. И вкратце проведу до пляжа. По пляжу я немного рассказывал уже. Может, кто не смотрел или не будет смотреть. Здесь вкратце расскажу по пляжу. Мест, в принципе, хватает всем. Так, вот тут бар, который возле бассейна, и на пляже тоже бар бесплатный. Вход плавный, глубина небольшая. Во время отливов на дальних буйках, у меня рост небольшой, 1,70 м, по шейку. Но когда прилив, глубина больше, соответственно. Есть кораллы небольшие, возле буйков дальних. Пляж есть отдельное видео, можно посмотреть. При входе, кто не будет смотреть, могу сказать, в принципе, идет песочек, но и маленькая такая есть полосочка из камешков. Она где-то 1-2 метра, может 3. Но в зависимости от отлива-прилива, она может быть ближе к берегу и чуть дальше от берега. Так вот, вкратце. Нам здесь все нравится. Все нравится не может. Есть, конечно, какие-то вещи, которые нам не совсем нравятся. Но это всегда, это нормально, когда есть какая-то критика. Об этом что тут может не нравиться. Иногда, может быть, отношения, но я думаю, что отношения всегда зависят от того, как относишься к людям, так и к тебе относятся. Как везде. Если с людьми нормально, доброжелательно, соответственно, то же самое всегда получаете взамен. С левой стороны от входа ресепшн есть еще спа, салон. Чуть дальше, если пройти по этой дорожке. Там есть еще тренажерный зал и аптека. Это то, что я вспомнил тут по ходу. Но если будут вопросы, конечно, спрашивайте в комментариях. Буду рад ответить полезным. Мы еще здесь пару дней. Может быть, я не все знаю. Если получится, конечно, видео здесь залить слабенький интернет. Хотя и карту сим купил. Если через сим слабо заливается, что-то не идет заливка. Возможно, буду заливать уже, когда домой вернусь. Все, спасибо за внимание. Всего доброго.